Всем привет! Ну что, Норвегия решила разделить украинцев, как говорится, на две, да, категории. Это тех, кто достоин получать временную защиту и все остальное, да, то есть там выплаты и так далее. И тех, кто недостоин. То есть имеется в виду, что Норвегия будет фильтровать украинцев, и те украинцы, которые из Западной Украины, то есть для Норвегии эти области считаются полностью в безопасности и пригодные к жизни. То есть теперь Норвегия, это уже не первый такой прецедент. Первое такое правило ввела это Швейцария. На моем YouTube канале есть ролик. Вверху будет подсказочка и внизу ссылочка на него, можете посмотреть. И, как говорится, тренд пошел дальше. Вот Норвегия теперь перестанет автоматически давать убежище украинцам. Норвегия объявила, что прекратит автоматически давать убежище всем украинцам. Теперь заявки беженцев из Западной Украины, областей Украины, будут рассматриваться индивидуально. Страна приняла около 85 тысяч украинцев всего, да. Это уже можно назвать трендом, и он не слишком, конечно, хороший. Поддерживаю ли я такое движение, да, такие вот решения? До конца, конечно же, нет, но я считаю, что в первую очередь должны помогать тем, кто реально пострадал от военных действий. Это люди, которые с оккупированных городов, люди, которые с прифронтовых городов и областей, там, где реально трэш и жесть. Не должно быть такого, что человек сидит в тепле, в добре, и в его селе, либо городке, либо городе ни разу даже ракета не упала, да, либо за всю войну пару раз. И он приезжает и получает все то же самое на фоне того, что у другого человека просто ничего нет. Он остался просто с двумя сумками. А у другого человека в городе дом, либо квартира, ремонт, машина, гараж, дача, все хорошо. Просто он решил еще выехать ради безопасности, да, но по факту он и жил в безопасности. Это, конечно, немножко несправедливо. Из-за этого я считаю, что эти решения, такие решения, они нормальные, они будут и дальше распространяться по всему миру, в смысле про Европе и остальным странам, которые предоставляют защиту, потому что это неизбежно. Неизбежно того, что людей едет все больше, и их нужно как-то, да, фильтровать, отсеивать. И чтобы не казаться какими-то, да, плохими людьми, которые, там, не знаю, недоброжелательные, то понятное дело, что они будут регулировать это аккуратно. Сейчас мы рассмотрим, да, всю эту информацию, которую Норвегия вот только что объявила в конце сентября, да, 2024 года. Почему так она решила и для чего это, и кому от этого будет лучше. Перед тем, как продолжить, давайте просто вкратце рассмотрим Норвегия. Страна в Европе, скандинавская, является королевством, есть у нее королевская семья, король. По площади страна достойно, не маленькая, много различных у нее там архипелагов, островков, ну и большая территория, которая не слишком пригодна к жизни. То есть по населению эта страна 5,5 миллионов. Вот население Норвегии. Я почему это показываю? Потому что, да, я нахожусь в Ирландии и хотел сделать такую параллель, что в Ирландии, в принципе, такое же количество населения, да. Ирландия приняла больше 100 тысяч украинских беженцев, Норвегия приняла 85 тысяч украинских беженцев. То есть, в принципе, видите, параллель есть. Но не забываем, что Норвегия не входит в Евросоюз. Это первое. Она входит там в различные экономические зоны, ну, различные, она по-различному интегрирована максимально, конечно же, в Евросоюз, но эта страна не входит в Евросоюз, она не будет подчиняться тем всем директивам, да, которые есть у Евросоюза, и эти директивы, ними подчиняются все страны Евросоюза. Норвегия сама себе решает, она сама себе велосипед, и как она решит, так и будет. В принципе, первый прецедент это был, да, Швейцария вела такие вот правила, что будет выборочно давать защиту украинским беженцам. И Швейцария тоже не входит в Евросоюз, но она максимально интегрирована в Евросоюз, но не входит в него. К чему я все это просто хотел сделать параллель,
что страна чем-то похожа, да, на Ирландию, маленькая, тоже экономически развитая, со своей культурой, со своими какими-то законами, со своими какими-то приколами, да, со своей специфической погодой. Тут вот написано, что мне, да, с Ирландии до Осло, то есть до столицы Норвегии, 4 часа 15 минут. То есть в путь можно сесть и долететь, да, я так понимаю, прямой рейс, значит, должен быть. Следующий момент, что от чего пошли, да, вот эти вот предпосылки. Смотрите, я оставлю все ссылочки обязательно на все, да, новостные порталы. Первый звоночек о том, что Норвегия хочет ужесточить правила для украинских беженцев, они еще начали все это озвучивать и реализовывать в начале 2024 года. Условия пребывания украинцев в Норвегии в 2024 году. То есть Норвегия планирует ввести в стране более жесткие правила для украинских беженцев. И вот статья здесь четко указано, что снижаются выплаты, не будет выплачиваться помощь тем, кто сам снимает себе жилье. То есть, как оказалось, у них даже в Норвегии были такие привилегии, что если ты снимаешь сам жилье, то там огромную часть или даже всю часть оплачивает государство, правительство. То есть, в принципе, как в Ирландии АРП. И что вы думаете? Вот уже с начала 2024 года, с февраля, это все начали закрывать, прикручивать. То есть человек, который приехал, уже должен сам себя обеспечивать. Следующий момент, если человек приезжает с животными, то его все уже нигде не силят. Такой же принцип, как и в Ирландии. То есть вот, но только в Ирландии это вели еще раньше. Видите, они играются. Какая-то страна одно правило вводит сразу, другая попозже. То есть они все друг у друга подсматривают, и как вот ирландское правительство заявляло, что мы хотим сделать средний, да, уровень, чтобы наша страна не была такой привлекательной, то есть, да, чтобы по комнате была у нас средняя температура. И вот каждый смотрит и пытается это сделать. Так, ну и что же тут заявило правительство Норвегии в пятницу 27 сентября 2024 года? А заявило оно то, что прекращает автоматическое предоставление убежища всем украинцам. Теперь заявки беженцев из западных областей Украины, Львовская, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская, Закарпатская, будут рассматриваться в индивидуальном порядке. То есть в индивидуальном порядке норвежские власти считают эти регионы безопасными, поскольку они находятся вдалеке от линии фронта. То есть это самые дальние, да, областя Украины, самые западные. Все почти эти областя, возможно, даже все, может, если я ошибаюсь, поправьте меня, они граничат с какими-то странами. То есть либо это Молдова, Румыния, да, там Польша и так далее. И правительство считает, что там безопасно жить. И человек, который подается на защиту в Норвегии, хочет получить статус, да, украинского беженца, он должен предоставить более раскрытый, да, как говорится, текст и доказательства того, почему, что не так. Разрушен дом, оккупирована территория, может, что случилось, почему вам нужна защита, объясните мне. Понимаете? Ну, понятное дело, что аргументов того человека, который из Донецкой области, который со всех остальных прифронтовых областей, либо тех людей, которые с тех городов, которые оккупированы сейчас, либо которые стерты просто с лица земли в ноль, в труху, просто там, да, гуляй поле и рожки до ножки. Понятно, у него аргументов будет больше, чтобы получить, да, и доказать, что он вне безопасности, и то, что у него ничего не осталось. Вообще просто гол как сокол. Просто 2 сумки, 2 чемодана, все. И паспорт, все. Ну и документы все остальные. Ничего больше нету у человека. У тех людей, конечно, другая ситуация. Там дома, квартиры, дачи, машины, гаражи и так далее. Бизнесы какие-то, может быть. То есть там люди как-то живут, в прямом смысле, они не выживают, они живут как-то, у них там все получается, более стабильнее. То есть прифронтовые же города и областя, там ужас, мрак и просто жить невозможно. И обратно же у людей, у многих ничего не осталось. Ничего. Когда у тебя ничего нету, то, конечно, это не только ты волнуйся за что-то материальное, да, его потом можно, на него можно заработать, купить как-то, но ты потом эмоционально выгораешь. Ты уехал с города, твоего города в принципе нету вообще, да, то есть нет тех дорог, где ты ходил, нет того дома, нет того парка, нет той атмосферы, нет тех воспоминаний, ты понимаешь, что, возможно, ты уже никогда в том регионе, в смысле, на той территории
не пройдешь своими ногами. Никогда. Что не пройдешь, потому что она оккупирована, раз, и два, от города ничего не осталось. Проходить по камням, по разрухе. То есть вот так вот. Это печально, досадно, да, и я понимаю, как людям тяжело. И, конечно, с этой точки зрения нужно помогать в первую очередь тем, кто все потерял. Если ракета ударила где-то по Западной Украине, да, и разрушила дом, там полностью все уничтожила, то, понятное дело, человеку нужно тоже предоставить защиту и помочь ему, потому что у него тоже ничего не осталось. Ну, также я не считаю, что должен быть такой принцип, знаете, во всех странах такой принцип, вот Евросоюза так. В Ирландии это тупо пример самый ярый. То есть, кто первый, того и тапки. Никто никого не спрашивал, кто с какой области, кто что потерял, у кого что есть, у кого сколько денег на депозитах там, под матрасом, у кого какая машина и так далее, понимаете. Всем выдавалось по принципу, кто первый приехал, кто первый заехал, тот самый, самые все классные, да, бенефиты, плюшки и различные бонусы получил. А кто последний, ну извини. Вот тебе центр, вот тебе палатка, вот тебе жди, сиди, пока тебя расселят, где-то тебе найдут какой-то угол. То есть вот такой принцип работает. Это, конечно, немножко неправильный принцип, я считаю, полностью. Человека должны полностью проверять. Вначале, понятно, был огромный поток, невозможно было всех проверить, но сейчас уже можно проверять. Полностью все. Банковские все выписки, все банки, все справки, справки со всех вот этих БТИ или как, чем человек владеет, да, там, есть ли у него жилье, какое, сколько. То есть полностью все о человеке нужно знать, чтобы понимать, он достоин, чтобы получить защиту, раз, и два, в первую ли очередь нужно ему дать, либо в первую очередь нужно дать тому, у кого ничего нету, чтобы он как-то себя начал обустраивать и начинать новую жизнь. Вот этот, конечно, аспект меня волнует тоже. Напишите в комментариях ваше мнение. Правильно ли, что правительство Норвегии решило разделить украинцев, да, на две части, на тех, кто живет в безопасных областях, и тот, кто живет не в безопасных областях. И что теперь, как бы, да, тот человек, который живет в Ровенской области, ему, возможно, не дадут защиту, а тому человеку, который, например, из Днепропетровской области, ему дадут. Справедливо это или нет? Напишите в комментариях именно ваше мнение, напишите, как вы считаете, правильно это, либо плохо, либо есть какая-то дискриминация, то есть discrimination, делает какой-то Норвегия, либо все-таки все справедливо, все честно. Мне интересно именно знать мнение обычных людей, которые, да, тоже украинцы, либо не украинцы, меня смотрят многие, много различных, да, национальностей. Вот напишите, вот я рассказал вам новость, да, вот такую вот риторику, и как вы считаете, норвежское правительство поступает правильно, либо все-таки нет, либо все-таки как-то она делает какой-то дисбаланс, да, и как-то не объединяет такими решениями украинцев, да. Не знаю, не знаю. Ваше мнение я почитаю в комментариях. Также министр юстиции Норвегии Эмилия Энгер Миль объяснила, что страна с населением в 5,6 миллионов человек с начала полномасштабной войны приняла 85 тысяч украинских беженцев. Вы понимаете, на такое количество населения, почти 100 тысяч украинцев, это очень, очень ощутимо. Я это чувствую по Ирландии. Здесь тоже, в принципе, почти такое же население, там 5,4 либо 5,3, да. Только сюда приехало еще больше, больше 100 тысяч, да, 107 вроде бы сейчас на данные, на сентябрь 2024 года, но находится в Ирландии там 80 плюс, 85 где-то так. То есть, потому что на миграция люди приезжают, уезжают, я имею в виду, в общем, выдано вот этих желтых листов в Ирландии 107 тысяч. Поверьте, это так ощутимо. То есть ты, где бы ты ни находился, в каком городе, поселке, ты везде услышишь либо там русский язык, либо украинскую мову, да. То есть реально это ощутимо. Я понимаю, что эти страны, они не привыкли к такому, да, большому наплыву, такому дисбалансу, потому что они теперь везде слышат другой язык, другие какие-то традиции, люди по-другому себя ведут. И они привыкли жить, это все страны такие, они более консервативные, такие более они заточены на то, что семья, наши традиции, наши правила, наши устои, понимаете? Как-то так. И вот министр, да, юстиции сообщает, почему же такие делаются, да, ужесточения, ну, для украинских беженцев. Потому что нагрузка идет. То же самое я вижу и в Ирландии. Нагрузка огромная идет на систему просто. Ну, все вот это, да, именно бюрократии и остальных всех ведомств. Просто она, ну, видна, прям, она прям, пузырь прям надувается.
Вот 85 тысяч украинских беженцев, это создает повышенную нагрузку на жилищное хозяйство. Вот в Ирландии то же самое. То есть жилищная проблема, она была до, а сейчас она прям вообще актуальна. Здравоохранение и школы в некоторых городах. То есть здравоохранение то же самое. Очередя огромные, украинцы приехали, еще нагрузили. Плюс всем украинцам что выдали? Medical card. То есть это люди все идут и бесплатно везде там лечатся, становятся в какие-то очереди, то есть нагружают еще систему. И плюс школы. Да, уже многие пишут, что люди приезжают, например, в какой-то город, и нет мест. То есть человеку даже вот дали там бесплатное жилье, либо по какой-то программе, но нету жилья. А у человека нету места в школе, а у него нету машины, чтобы его возить в другой город. Получается, что делать? Чтобы ребенок не ходил в школу, это так не работает, так нельзя. То есть, получается, людям нужно обратно искать жилье в другом городе и сразу писать в школы, чтобы узнать, будет ли да, место в школе, либо нет. Вот это все, это проблемы маленьких стран. И Норвегия, и Ирландия, они в этом похожи. Тут эти страны, они не рассчитаны на огромное количество вообще людей в общем. То есть вот эти вот ихнее количество населения, это такой, знаете, максимум. Ну там еще может, вот, Норвегия там до 6 тысяч, до 6 миллионов может дойти. Та же самая Ирландия. Но больше не потянет. Для этого нужно уже создавать и строить именно конкретно большие уже как новые города, либо новые прям районы, понимаете? То есть это все сложно для таких стран, и украинские беженцы нагрузили максимально именно страну со всех сторон, жилищную, здравоохранение, обучение, то же самое криминал. Думаете, что только хорошие украинцы приезжают в Европу? Нет, конечно. Очень много тех, кто живет по принципу, да, украли, сели. То есть приехал, где-то накосячил, алкоголь туда-сюда, а там лежит непристегнутый велосипедик, взял, поехал, то тут люди не привыкли там даже двери закрывать, а наши есть люди, которые видят в этом какой-то, да, подвох, какой-то шанс, я не знаю, для чего это делается, но такие персонажи есть, их мало, но они есть, и они в общем и целом создают, знаете, этот фон, картинку, знаете, и 100 человек, да, и один дебил в семье, и общая картина будет, что, да вот вся семья дебилов, понимаете, вот так вот идет в семье не без уродов, вот так вот некоторые люди грешат, да, и потом получается, что идет отпечаток на всех украинцев. Вот это, конечно, обидно. Э, Мель также отметила, что среди просителей убежища растет доля мужчин призывного возраста, в то время как Украина пытается набрать солдат для отражения агрессии РФ. То есть смысл в том, что, видите, это уже первый звоночек о том, что могут даже начать одиночкам, да, одиноким мужчинам отказывать в предоставлении защиты временной в Норвегии пока есть. Либо как-то их полностью даже принимать, но ничего им не предоставлять. То есть полностью они должны сами быть с усами. Такие разговоры идут в Евросоюзе, там Польша, там уже Нидерланды заявляют, но я могу всех успокоить, в Евросоюзе это будет сложнее реализовать, потому что Норвегия, не забываем, она не в Евросоюзе, и она может делать, что хочет сама по себе. А вот все остальные страны Евросоюза, у них есть Конституция Евросоюза, и там четко прописаны правила, по каким, что, как дискриминация, по половому признаку и так далее. У них максимальная толерантность, и никто никого, поверьте, не будет именно депортировать прямо насильно, создать такие условия, да, это возможно. Убрать какие-то возможности, да, забрать у мужчин можно, но обратно же даже это сложно. Это называется уже по гендерному признаку. Не разрешить им работать, не знаю, не давать им разрешение на работу, это тоже, это невозможно. Депортация, это суды, это годами может продолжаться. То есть никак. Я говорю сразу никак, я в это не верю. Таких прецедентов нет вообще за последние не знаю сколько лет, чтобы по половому признаку людей как-то вылавливали и отвозили да, в другую страну, депортировали. Такого невозможно. Ну там поживем, увидим, да, все бывает в первый раз, как говорится. Дальше продолжаем. Что еще заявляют, да, что хотят еще они забрать, либо ввести. В первые месяцы войны Норвегия предоставляла убежище всем украинцам. Ну, как и все страны остальные. То есть всем все давали, никто никого не проверял, откуда ты шел, сколько у тебя чего. Паспорт есть, все, свидетельство есть, есть. Внутренний паспорт есть, заходи. Сейчас же вы знаете, без биометрии все, ты никуда уже ты не проходной, ты не выездной, все. И так с каждым месяцем, годом понемножку все оно сужается, ужесточаются правила, и уже так просто табуном всех пускать не будут, как в начале это было, да, в первый год войны, можно сказать так.
убежать всем, но затем стала ужесточать правила. Ну, потом вот, да, вот эта статья про то, что ужесточение правил начались жесткие с 24 года сначала, и вот уже под конец их ужесточили еще сильнее. Ссылочки на обратно же эти все статьи я оставлю, можете ознакомиться, почитать, кому интересно, может кто-то хочет переехать в Норвегию, да, в эту прекрасную, интересную, да, страну, необычную, я считаю, там очень красиво, конечно, там такие виды завораживают, да, я просто так посмотрел, там, конечно, шикарно, роскошно, и обратно же менталитет у них там, ну, все по-другому. Ты приезжаешь в ту же Ирландию, приехал, как будто на другую планету. И мне кажется, приедешь в Норвегию, другая планета. То есть это не в Польшу приехать, в Чехию, знаете, Болгарию, Словакию, Словению. Это все-таки более такие похожие страны, знаете, они были тоже под влиянием в той или иной мере коммунистов. И там тоже очень похожий менталитет в чем-то. То есть ты не так прям, как будто на другую планету перемещаешься. Нет. А вот чем дальше западнее, да, Европа, вот это вот скандинавские все страны, они реально, вот как у них все по-другому, вот все по-другому, они живут по другим вообще правилам, устоям. То есть прикольно, прикольно там, думаю, пожить. Кстати, напишите в комментариях, кто из Норвегии, что у вас там происходит. Правда ли так, что так жестко все вводится, правда ли, что там все забирается. Как вообще там природа, как отношение норвежцев к украинцам, много ли украинцев работает. То есть напишите что-то в комментариях про Норвегию, интересно, кто, либо может кто-то там брал защиту и потом уехал дальше, да. Просто интересно, как отношение вообще к украинцам норвежцы, как относятся ко всей этой ситуации, какие они эти норвежцы, закрытые, доброжелательные, френдли, либо все-таки смотрят вас так, так сдалека, знаете, так, с подкосья, так типа, опа, кто это здесь? Что это за новенькие здесь подъехали? Все знают, там, вроде бы, коммуны, или как там называется, да, там тоже все так решается, там каждый город может решать свои какие-то правила, свои какие-то движения. То есть интересно, короче, интересно, но мы не про это, мы про то, что украинцев все больше и больше пытаются как-то ущемить, да, во всем мире, то есть не ущемить, а по временным этим защитам забирает потихоньку все больше и больше каких-то бонусов, тех, которые давались, да, то есть забирает как-то все, пытаются они теперь переформатировать аккуратно все страны, да, так толерантно, аккуратненько, чтобы все видели мы вас любим, все хорошо, пылинки сдуваем, но теперь давайте как-то сами понемножку уже, давайте там шевелитесь, раздупляйтесь. В августе пособия в 520 евро в месяц были лишены беженцы, самостоятельно организовавшие свое проживание без размещения в центрах приема. То есть это была помощь такая людям, кто сами снимали жилье, вам давали вот эти денежки, я так понимаю, типа вот видите, такого ARP на минималках. То есть снимаешь жилье, тебе 520 дают, ты, получается, их можешь за аренду давать, да, там, например, аренда 1000, вот ты даешь, сам еще 500. То есть если не живешь в этих вот лагерях, да, размещения. Тем, кто проживает в таких центрах, норвежское правительство перестало покрывать расходы на содержание домашних животных. Теперь с животными в Норвегию, я так понял, лучше не приезжать. Ну, как и в Ирландии. То есть, если вы, конечно, едете, сами знаете, у вас есть жилье заранее там, все у вас договорено, тогда, конечно, приезжайте с животными. Животных тут любят, обожают, собак особенно. Так что, я говорю про Ирландию, не знаю, как про Норвегию, как там обстоят дела с животными, не знаю. При этом решившие вернуться из Норвегии в Украину начали выплачивать единовременно по 1500 евро на человека. Вы понимаете, то есть вот первые звоночки, первые выплаты, уже первая страна начинает вводить. Я знаю, что и в Швейцарии там тоже выплачивают уже деньги тем, кто хочет вернуться. Я думаю, к концу защиты, то есть к концу да, там 25-26 года, я думаю, эти выплаты увеличат. Ну, что-то мне так кажется там. Я думаю, до 3000 можно поднять. Что, если так семья из 3 человек, если по 3000, так 9000, я думаю, уже кто-то задумался переехать, да, ну, обратно же, если у него безопасно в области, почему не взять эти деньги и привезти как-то, да, куда-то их там интегрировать, куда-то их вложить, как-то прокрутить, что-то купить. То есть это как-то нормальный вариант. То есть вот такие вот изменения заявила Норвегия в пятницу. То есть, да, конец у нас сейчас сентября 2024 года. Новости не слишком приятные, понятное дело, что и они будут, поверьте, с каждым днем
месяцам, неделей они будут появляться, от той или иной страны, да, будут такие обновления протоколов, протоколов по временной защите, по предоставлению украинцам убежища, они будут появляться. Здесь ничего плохого, я ни в чем не осуждаю, не дай бог, там, Ирландии что-то сказать, упрекнуть в чем-то, что где-то что-то там закроет, либо не даст, либо какие-то жесткие правила, да, сделает. Нет, мы здесь гости, мы не являемся гражданами этих стран, так что нам нечего открывать свои рты, нам нужно подчиняться тем правилам, которые устанавливает та или другая страна. Например, как вы знаете, Австрия уже, да, там Польша уже, Чехия, они уже, вы можете там уже подаваться на ВНЖ, то есть на долгое проживание, в смысле в этой стране уже на официальных основаниях. То есть те, кто работает, там есть жесткие правила. Ну, я про Австрию больше говорю, у меня тоже был ролик, вы можете посмотреть. Там специальную карточку сделали для украинцев, те, которые там работают. Там, ну, там нужно входить, там не просто так, там пришел, я украинец, дайте, нет. Должны работать, платить там налоги больше года, снимать сами жилье, никак не быть зависимым от государства, то есть в прямом смысле там есть критерии, и вам выдают сразу ВНЖ, и вы можете жить уже спокойно, там выдается он на 3 года, то есть уже априори, если ты сейчас его получишь, то ты уже будешь жить там до 27 года, да, получается, то есть в той же Австрии легально, я имею в виду для украинцев. Так что перспективы такие, что каждая страна будет помощь сужать и создавать механизмы и для того, чтобы человек мог остаться. Кто будет эти механизмы выполнять, то будет соответствовать этим критериям, и они и останутся. То есть все. Остальные, ну, большинство, да, украинцев, конечно, вернутся в Украину. Обратно же, если есть куда возвращаться. Например, если нету куда возвращаться, то человек будет зубами, когтями цепляться, чтобы остаться, закрепиться, и чтобы его семья, да, и он лично не остался на улице. Вот такая вот новостная повестка. Норвегия вот так вот удивила, да, в кавычках, да, не слишком хорошие новости, но я считаю, что в какой-то точке, по какому-то вот принципу, я считаю, это решение, оно такое справедливое все-таки. Справедливое, может, не слишком приятное, но оно как-то справедливое. Я считаю, что помощь должны получать в первую очередь те, кто в ней реально нуждается. Это лично мое мнение, может потому что я, да, с Донецкой области, и мне больно видеть, как уничтожаются города, да, в которых я был не раз, то есть и так далее. И тех людей, которых я вижу, как им тяжело, я понимаю, как это все они проживают, и хотелось бы, чтобы им давали помощь, конечно, в первую очередь. Ну, жалко людей по-настоящему, у них ничего не осталось. А есть люди, которые просто на этом наживаются, которые как-то пытаются, да, все это перевернуть в свою выгоду. Я этих людей не понимаю до конца. Ну, как говорится, Бог им судьба. Карма, она возвращается по-любому. В карму я верю. Так что будьте добры друг к другу. И если человек упал, подайте все-таки ему руку. Подайте руку, потому что ты не знаешь, кем ты будешь завтра. И в какой ситуации ты будешь жить и находиться в том или ином городе, либо стране, короче, как-то так. Что Норвегия ввела такие новые, да, правила. Мы ничего не можем с этим поделать. Новостная повестка сегодня такая. Мы идем кушать, пить чай. Так что как-то так. Держу в курсе.